Всем привет, с вами Дэн. Как вы уже, наверное, видели, я в декабре был в Питере, общался с Борисом Бойко, обсуждали итоги года, записали интересное интервью, все это есть на каналах. А после интервью мы зашли в магазин на Невском проспекте 55, и Борис показал премиальные новинки с Востока. Будет интересно. Да, Денис, ну вот то, собственно, о чем мы с тобой говорили, что я нигде в мире не видел в одном месте такой концентрации астронов. Ну, может быть, только на Никольской в Москве больше. Будешь проверить. Да, астронов тут целая полка, но скидку штук 30 как минимум. Конечно, да. И так по многим премиальным линиям. Вот мы сейчас зайдем, посмотрим Кингсейка. Да, обязательно. Дэн, ну вот это, если ты еще не в курсе, это самая-самая горячая новинка Кингсейка. Я еще не в курсе, их я не видел. Лови момент, потому что старт продаж очень хороший, и я думаю, что не доживут они до Нового года. Это шикарно. Черепашка. Черепашка 65-го года. И циферблат очень красивый, такой слоновая кость. Ну да, и архитектура такая. Вот мне почему-то показалось, что на сталинский ампир похоже. Ну, что-то есть такое монументальное. Министерство иностранных дел, Московский университет, вот что-то такое. Да. Вот, в Москве тоже есть. Будет время, заезжай на Никольскую. Зайду, посмотрю. Да, посмотри, там должен быть зеленый циферблат, он очень интересный. Я люблю Кингсейка, мне очень нравится линейка. Новые модели, механизмы такие же, как в грандах. Денис, ну, здесь ассортимент к Новому году шикарный, но ретропан в Москве. То есть, если ты хочешь взять его на обзор, заезжай. Во-первых, там интересный шоп-н-шоп, и там есть более дорогая линейка. Это тоже интересно будет. Ретропанк, я помню, еще год назад договорились, что будет на обзоре, если он будет, в принципе, в России, поэтому с удовольствием зайду, заберу и покажу. Денис, слушай, спасибо, что нас навестил в предновогодние горячие времена. Вот я, к сожалению, убегаю. Вот тебе дальше MRG, Фрогманы и прочую люксовую линейку покажет продавец. Ну и, надеюсь, в этом году встретимся. Либо, как ты обещал, присоединишься к нам на Сигале в феврале. С удовольствием. До встречи тогда. До встречи в Китае тогда. Да, счастливо. И сегодня хотелось бы проговорить важную тему. Это тема японского премиума и японского развития люксовых, дорогих, интересных, сложных, продвинутых часов. И, как мне кажется, здесь важно выделить два сегмента, которые стали уже полностью самостоятельными и которые нынче не воспринимаются, знаете ли, вот как раньше это было. Когда японцы — это что? Это надежные, неубиваемые, дешевые часы на каждый день. Ну, понятно, что у японцев всегда был премиум, в основном для внутрияпонского рынка. Ну вот в обществе, да, в общем сознании это было всегда так. Но в последние годы японцы вышли, конечно, уже на совершенно другой уровень, и они часто именно задают новые технологические тенденции на часовом рынке, потому что если мы посмотрим, что делают Seiko, Grand Seiko, да, все эти электронные версии в G-Shock, MRG, MTG, там просто потрясающее качество отделки корпусов, там новые идеи, новые сочетания материалов, там закалка корпусов титана, то, чего еще часто нет у швейцарцев, а у японцев это есть даже в среднем ценовом сегменте. Модули, да, все вот эта продвинутая технология. И, например, если мы перейдем от техники к визуализации, то возьмем те же самые новые сочетания материалов, которые сначала появляются у японцев, потом уже появляются на всем рынке. Или как Grand Seiko, да, когда они начали делать необычные циферблаты с вот этими историями, с, опять же, необычными материалами, и потом все стали это делать. Поэтому и с другой стороны, есть у нас еще Китай, да, вот Seagal и другие китайские крупные бренды, которые сейчас могут делать любые технологические усложнения, предлагают часы во всех сегментах рынка, как правило, более доступны, но опять же своеобразные. И теперь уже не стоит, как мне кажется, выбор как раньше, то есть возьму швейцарца или возьму японца, да. Сейчас это совершенно самостоятельные сегменты рынка и со своими покупателями, со своими ценителями, и во многом как раз-таки этот сегмент, он больше других развивается, он опережает тех же швейцарцев в плане развития. Он может предложить большее за меньшие деньги, зачастую. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Зашел в Best Watch, взял несколько интересных моделей для того, чтобы показать как раз-таки в этом обзоре. Ну и начнем с Кингсейка. И, на мой взгляд, сейчас в Кингсейка как раз-таки очень большое количество интересных моделей, которые значительно дешевле, чем те же Grand Seiko, но при этом предлагают очень много с точки зрения эстетики, очень много с точки зрения качества отделки, дизайна. И я вам показывал несколько Кингсейка на канале. Мне кажется, что это один из самых интересных сейчас брендов, да, школы дизайна.
Геометрия, корпуса, полировки. Здесь все очень-очень-очень здорово. И если раньше у нас было, ну, глобально, если мы говорим про Seiko, только Grand Seiko, либо брать уже какие-то доступные прессажи, то теперь King Seiko предлагает тоже интересные модели. Ну вот посмотрите, например, да? Ой, какая красота! Черепаха. Давайте обе модели сейчас достанем, а потом про них уже поговорим. Но какая красота-то, а? Знаете, для меня King Seiko это всегда для продуманных, что ли, коллекционеров и покупателей, потому что, по сути дела, вы покупаете часы с уровнем отделки практически как у Grand Seiko, но только сильно-сильно дешевле. Шикарно. Здесь черепаха, посмотрите, какие грани, посмотрите, как они переливаются, а? Купольное стекло сапфировое. Кстати, в обоих моделях механизм 6L35, 26 камней, плюс-минус минус 10, плюс 15 секунд в сутки, запас хода 45 часов. Дата у отметки 3 часа. И если говорить про размеры, то здесь Seiko SJE113J1, корпус 39,4 мм, высота 9,9, но здесь еще, я думаю, миллиметр полтора забирает купольное стекло. Водозащита 50 метров и в одной, и в другой версии. Здесь на полном браслете вес 126 грамм, здесь 130 грамм. И что касается размеров и референса этой модели, то здесь Seiko SJE 089J1. Здесь 38,6 по диаметру, 10,7 по высоте. То есть это небольшие часы, но такие максимально универсальные, если говорить про часы на каждый день. Хотя King Seiko, конечно же, можно рассматривать и как костюмник, и как модель на каждый день, но они настолько красивые, они настолько фантастически сделаны, что иногда даже думаешь, ну это, наверное, все-таки праздничные, выходные, яркие, позитивные часы. И, конечно же, в плане отделки, в плане геометрии, как вот сделан браслет, это просто потрясающе. Он шелковый, его хочется вот трогать, да, если хотите. Грани, сочетание полировки зеркальной, с сатинированием. На высочайшем уровне сделано. Мне очень нравится линейка King Seiko. Я бы сказал, что, наверное, у Seiko из классики у меня это любимая версия, потому что, ну, с одной стороны, можно всегда остановиться на прессаже, но прессаж все-таки хочется немножко большего по качеству изготовления у часов. Grand Seiko, на мой взгляд, перебор ценовой категории. Вот King Seiko это как раз-таки то, что нужно. С одной стороны, это и эталон японской классики в плане дизайна, узнаваемости. Да, понятно, что эти часы это такая вот своя ниша. Это часы, которые можно рассматривать как хорошую, качественную, дорогую модель с шикарной полировкой, геометрией корпуса. Раньше мы говорили только про швейцарцев, да, или немцев, когда рассматривали что-то подобное. Сейчас на рынке есть King Seiko. Здесь немножко японской и азиатской эстетики. Мы сразу знаем, что это циферблаты Seiko, да, и вот по тому, как они переливаются, как блестят, по полировке, да, зеркальное все, черное зеркало, полировка, лизорацию, как Seiko называют. Но с другой стороны, это вполне себе часы, трехстрелочник на каждый день. Кстати, и одна, и вторая версия будет прекрасно смотреться и на ремешках, можно их будет поставить, например, если вы захотите. Но, конечно же, в базе здесь идут просто такие потрясающего качества браслеты. Здесь вот такой под винтаж немножко, с большим количеством звеньев, очень гибкий, очень мягкий, как вода прям переливается. Густой темный циферблат. Немножко здесь есть градиенты по краям циферблата. Он чуть темнее, накладные метки, накладной логотип. Звенящий уровень полировки по корпусу, это, конечно, вау. Ну и, кстати, выбор King Seiko Best Watch, наверное, самый лучший в России или один из самых лучших в России. Очень много вариантов, очень много свежих моделей, это здорово. Я приветствую, что именно King Seiko развивается вот так на нашем рынке. Ну, здесь, конечно, ты просто как в зеркало смотришь, даже на поверхностях, которые не ровные, а именно объемные. Здесь все равно все видно отражение. Можно, в принципе, смотреть на себя, причесываться или бриться, когда смотришь на отражение в King Seiko. Это круто. Посмотрите на стрелки.
шик, просто шик. Это настоящий японский премиум, где красиво все, и полировка, и дизайн. Нет ничего, знаете, такого кричащего, какого-то вычурного. Все очень спокойное. С резкими, красивыми, самурайскими, я бы сказал, гранями. Посмотрите на наушки. А? О, это прекрасно. Что-то я даже задумался, наверное, стоит вернуть свою коллекцию King Seiko, одну из, может быть, новинок. В 26 году такая хотелка появилась. Когда в руки их берешь, начинаешь рассматривать, начинаешь смотреть на эти грани и понимаешь, что это гораздо более доступно, чем Grand Seiko, но при этом здесь просто потрясающее, высочайшее качество, сразу начинает хотеться. Вот мои запястья 18,5, сидят они потрясающе, очень мягкий такой обхватывающий браслет. Удачный, как мне кажется, размер именно по корпусу. И мне нравится такой циферблат слоновая кость, наверное, он будет правильно называться. Очень хорошо он отражает все эти метки на себе, но при этом, в отличие от чисто черного циферблата, здесь меньше будет бликов, здесь лучше читаемость и лучше видны вот эти потрясающие скульптурные, архитектурные стрелки. Ну и черепашка. Более винтажная модель, наверное. И чуть больше в спорт, может быть, такой casual. И можно и под футболку эти часы. Конечно же, можно и под пиджак, потому что они очень аккуратные, небольшие и классно сидят на запястье. И этот браслет еще более мягкий, он еще лучше подстраивается под особенности запястья. Ну, конечно, это потрясающе. Это потрясающе, это, знаете ли, статусно, при этом душевно, винтажно и, на мой взгляд, с просто потрясающим уровнем и отделки, и, главное, дизайна. Премиальный кварц – это сегмент, где царят японцы, которые сделали его уже, наверное, искусством, с огромным количеством функционала, с невероятными моделями. И давайте как раз-таки посмотрим сегодня, что здесь в плане инженерии, что здесь в плане материалов, прочности, точности. И здесь сегодня фрогманы. Одна из, наверное, самых любимых моделей у меня, если говорить про Casio. О, слушайте, здесь, конечно, красота. Браслет в комплекте, инструмент для замены. И в этом желтом цвете фрогман. Это просто потрясно, конечно же. Но давайте их пока отложим. И сначала распакуем еще одну модель. И теперь у нас MTG. Вот они, красавчики, а? Вот это новиночка. Бомбяо тоже. Давайте смотреть детально. Ну что ж, давайте, наверное, начнем с MTG. Это вершина Casio, вершина их инженерии. Сложные сплавы, титановые элементы, ручная обработка, карбон часто применяется, многослойная защита. И здесь понятно, что многие думают, а чем отличаются обычные G-Shock, да, от MTG или MRG. Понятно, что и там кварц, где-то более продвинутый, где-то более простой, но и та модель всегда будет неубиваемая. Здесь, конечно же, за материалы берется. За материалы, за конструкции, новые технологии и сочетание, да, вот, уровня исполнения с тем механизмом и тем уровнем механизма, который находится внутри таких часов. Такие модели, конечно же, покупают те, кто понимает, зачем и почему он берет и выбирает именно вот в данном случае фрогман. Потому что это японский премиум, но японский, я бы сказал, инженерный премиум. С одной стороны, у нас есть японские часы классические, механика, а с другой стороны, есть вот максимально продвинутая электроника. Понятно, что есть у фрогманов более спокойное сочетание, да, не с такими яркими оранжевыми акцентами, но мне кажется, если мы говорим именно про спорт-модель, то, собственно, почему бы и она не должна быть яркой, когда она сразу прям видна на запястье. Ну и значит, здесь у нас MRG BF1000E, лимитка 700 штук всего на весь мир.
Солнечная батарейка, мужские крупные кварцевые часы, на моем запястье 18,5. Слушайте, ну они садятся даже на мое запястье, потому что здесь ушей как таковых нет, сразу же идет крепление ремешка. И опять же, спортивные крупные MRG должны быть большими, должны быть вызывающими, потому что они для спорта, это не часы, которые вы будете носить, наверное, каждый день, это часы для экстремальных ситуаций, но при этом, когда вы можете позволить себе максимально продвинутую и качественную вот такую вот модель. Значит, когда мы подключаем к смартфону такие часы, то время устанавливается автоматически, отображается текущее время, и можно все настройки сделать через смартфон, через Bluetooth. Мне кажется, это максимально удобно, потому что не каждый раз захочешь разбираться с кнопками, а подключил через Bluetooth, быстро все настроилось, и оно само потом будет подстраиваться, даже на это внимание обращать не нужно. Здесь также есть прием радиосигнала в нескольких странах: Европа, США, Япония, Китай, второй часовой пояс, секундомер с точностью измерения 1 секунда и пределом измерения 24 часа. Можно поставить таймер до 24 часов. Кстати, если вы, например, какие-то там спортом занимаетесь или что-то нужно постоянно мониторить, то можно поставить таймеры, и они постоянно будут, значит, отслеживаться. Есть технология Smart Access, есть функция поиска телефона, есть режим офлайн, автоматический календарь. Ну и, короче, как всегда, у Casio много-много всего полезного, типа 5 ежедневных будильников. Есть также защита от магнитного поля, и, конечно же, они ударопрочные, неубиваемые, и 200 метров водозащиты. 132 грамма, кстати говоря, не тяжелые, легкие, но на руке будут заметны, хоть чуть-чуть ощущаться. Мне нравится, когда модель есть на запястье, ты ее чувствуешь. Корпус 50 мм на 56, высота 19 мм. И здесь полимерный ремешок, классный, мягкий, такой пухленький, с фирменной застежкой MRG. Посмотрите, какая красивая, такая объемная зеркальная задняя крышка. Очень круто. И здесь асимметричное еще крепление ремешка, тоже необычно, тоже сразу видно. И корпус как будто бы чуть-чуть смещен в левую сторону. И знаете, это классное решение, потому что получается так, что меньшая часть корпуса прилегает именно вот к запястью, и они будут меньше на руке как бы вот мешаться, да, когда двигаешь запястьем. Это здорово. А здесь у нас две кнопки, они уже мощно так вынесены в левую сторону. Классное решение. Мы вот с вами говорили про отделку, и посмотрите, как здесь все объемно, как здесь все круто, мощно. Инструмент, но инструмент выполненный идеально. Вот когда несколько лет Casio приняла решение, как мне кажется, делать дорогие, классные отделки на свои корпуса в верхних линейках, это вот поменяло всю парадигму, потому что, да, можно купить G-Shock, которые будут стоить около 10 тысяч рублей, которые будут неубиваемые, но можно взять и G-Shock, которые будут уже в сегменте премиум. По сути дела, каждому свое, да, каждый выбирает модель и часы под свои задачи, под свое понимание и под свой бюджет. Слушайте, сделано, конечно, просто потрясающе. Более доступная линейка MTG, и в данной версии она и более сдержанная. Здесь такое красивое сочетание двухцветное, да, черное с металлическими оттенками. Вот на контрасте, да, более сдержанная модель. Кому что, собственно, больше нравится. Она и поменьше. На моем запястье поудобнее, наверное, все-таки располагается, потому что модель меньше. И она такая более классическая. Здесь 56,6 на 40, 56,6, да, от ушка до ушка, 45,3 по корпусу. Для спортивной модели самое то, и высота 14,4. Тоже неубиваемый, тоже водозащита 200 метров. Здесь зарядка, опять же, от солнца или от любого источника света. Запас хода при полном заряде 5 месяцев, а в режиме энергосбережения 18 месяцев. Есть индикация уровня заряда батарейки. Здесь тоже мультибенд 6, то есть коррекция с радиосигналом. Здесь Bluetooth, поэтому можно со смартфона все это подстраивать под себя, и все это автоматически будет выстраиваться. По-моему, это здорово. Есть секундомер, есть ежедневный будильник, автоматический календарь до 2099 года. И фишка Triple G от Casio: ударопрочность, устойчивость к центробежным силам и устойчивость к вибрациям. В общем, эти часы, кстати, стекло сапфировое, эти часы переживут практически все. И они, конечно же, более выносливые, чем их владелец в любом случае. Мне нравится здесь геометрия корпуса. Он потрясающий. Мне, наверное, из того, что вот за последний год-два делала Casio, это самый интересный для меня корпус.
Резкие переходы, такие самурайские грани, сочетание цветов, сочетание материалов. Посмотрите, какие грани, как здесь это все переливается, играет кнопки, как по-другому стали делать, это интересно. И он многогранный, многослойный, очень здорово. И крепление ремешка классно. В общем, наверное, это вот сейчас моя модель номер 1, если мы говорим про все G-Shock, которые существуют. Кстати, напишите, а ваше мнение какое, какие из них вам визуально больше нравятся и в целом вы бы себе выбрали. Потрясающее качество исполнения здесь. И, знаете, и инженерия, и качество, и дизайн. По-моему, все сочетается 3 в одном. Ну и теперь давайте поговорим про Seagull. Китайцы, как известно, могут все, умеют все, а Seagull — это их крупнейшая мануфактура, которая производит часы с любыми усложнениями и в любых ценовых сегментах. Турбион, пожалуйста, вот он, китайский премиум, китайский люкс. Турбионные сложные механизмы, причем в Европе, да, там в Швейцарии, в Германии стоят сотни тысяч долларов, а у Seagull они есть в ценовом сегменте, который доступен просто часовым энтузиастам, которые хотят что-то необычное, что-то премиальное взять себе в коллекцию. Ну и понятное дело, что вот эти все усложнения, ретроградные функции, турбионы, здесь дело в том, что Seagull может позволить себе делать их дешевле, чем европейцы, потому что огромный объем производства, они гибкие, они, может быть, не столько маржинальности по бренду закладывают в стоимость часов, как швейцарцы, потому что в Швейцарии турбион это всегда дорого. В Китае турбион это может быть доступно, но при этом с высочайшим качеством и высочайшим уровнем и техники, и уровня отделки. Поэтому Китай, он показывает, что он может делать сложно, он может делать круто, он может делать качественно, и при этом он это делает для широкой аудитории. Ну, про эти часы давайте поговорим более детально. Не, ну это пушка-бомба просто. Вот за что мы любим Seagull, за то, что он может предложить, конечно, потрясающе красивые часы с шикарными усложнениями. Я очень люблю и вот это все сочетание, да, гильюше, синенные стрелки и ретроградные указатели в данном случае. Здесь указатель дня месяца и дня недели. Когда он доходит до конца, то он обратно, соответственно, перепрыгивает. А управляется это все кнопками, которые находятся с боковой части корпуса. Кабюшон на заводной головке. Все по заветам, да, вот в стилистике Бриге, когда раньше делали карманные еще часы. И здесь все тоже тонкие стрелки, римские цифры. Очень все аккуратно, очень все так вот прям выверено, продумано и красиво. Классная модель сделана. У Seagull есть и более доступные версии, тоже с ретроградами, без турбиона, понятное дело. И есть вот такие верхние линейки премиальные. Здесь калибр механизма Seagull ST8004R, 31 камень, 21 600 полуколебаний в час, 42 часа запас хода. Корпус 316L, диаметр 42 мм. Для такого класса часов это и немного. Высота всего 11,5 мм. Ну и водозащита 50 метров. Ремешок из кожи аллигатора. Прозрачная задняя крышка. Здесь симпатичная, весьма красивая отделка по механизму. Можно все рассмотреть. Мягкий ремешок. Здесь хороший премиальный крокодил. Если вы понимаете, о чем я говорю, за хорошего крокодила стоит заплатить подороже, потому что когда он мягкий, он будет служить просто десятилетия. Когда это какая-то муть паршивая, да, как часто ставят в дешевые часы, это не крокодил, такие часы лучше не носить, такие ремешки. Но здесь, конечно, классно. Еще корпус такой винтажного плана, чуть расширяющийся в центральной части, полностью с зеркальной полировкой. Здесь вот по классике, по канонам, я бы сказал. И очень красивый циферблат, турбион. Здесь еще камушек есть. Made in China. Давайте циферблат посмотрим поближе. Ну, это просто вкуснотища. Накладные метки, логотип, разнообразные гильюше. Китайский премиум. И в данной версии очень-очень сдержанные и максимально универсальные. Ну, понятно, что это часы классические. Это именно вот такой костюмник. Знаете, можно прям бесконечно, мне кажется, смотреть на турбион, на эти часы, на этот циферблат, и он
И он поражает и простотой, и сложностью, и качеством. Ну вот на моем запястье весьма аккуратно, классически, кстати, с шикарной читаемостью. Роскошная, шикарная модель. Это классно. Это класс. Это высший пилотаж от Seagull. Ну и, кстати говоря, у Best Watch появился в конце года и женский турбион в нескольких исполнениях. И вот одну из этих версий удалось взять и вам показать. И это, конечно... Ну, я надеюсь, что дамы, которые смотрят канал, они скажут свое мнение по поводу этой модели, и интересно ли бы им было вот такие часы, потому что здесь сочетание и механики, да, в плане турбион, и вот этой вот потрясающей красивой композиции на циферблате. Она объемная, мы сейчас, конечно же, это все более детально посмотрим. Ну, это, конечно, шедевр. Эта линейка называется Seagull Complications. Вообще все турбионы входят в линейку Complications, а здесь еще Artist Series. И такой нечастый для рынка подход, сложная механика сочетается с традиционными художественными ремеслами Китая, которые, кстати, у них включены в список нематериального культурного наследия. Модели создавались как коллекционные часы, в которых турбион становится частью художественной композиции, а не только вот таким инженерным акцентом. Значит, здесь 39 мм по корпусу, сталь 316L, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка и внутри турбион мануфактурный Seagull с запасом хода более 40 часов. Часы, сделанные в стилистике филиграни, это одно из древнейших ювелирных ремесел Китая, истоки которого еще в эпохе весны и осени. Для создания узора используются серебряные нити диаметром всего 0,02 мм. Посмотрите, какая красота. О, это потрясающе. 0,02 мм это вот как толщина человеческого волоса. И каждый элемент, естественно, выкладывается вручную, формируется вот такой сложный, объемный, рельефный рисунок с очень высокой детализацией. И здесь красиво, что у нас получается такой полускелетон. То есть мы видим механизм, мы видим турбион, и при этом художественный замысел, художественная инсталляция здесь на циферблате, она также видна. И получается вот такое интересное сочетание механики и ремесла. Собственно, и одно ремесло, и другое ремесло. И здесь вот два в одном получается. Как мне кажется, именно для женской версии, для женской модели это прям классно. С одной стороны, здесь для коллекционеров, да, для тех женщин, кто ценит сложную механику, здесь еще и культурный контекст. Сейчас у нас интерес к Китаю очень сильно вырос. И исполнение, главное, что исполнение здесь на высочайшем уровне. То есть это серьезные часы, которые хорошо иметь и в коллекции, которые по какому-то интересному поводу надевать, куда-то носить. Декоративное искусство, высокая точная механика, здесь все вместе сочетается. Конечно, на мой взгляд, потрясающе. Очень круто. Здесь есть на что посмотреть. Шедевр. Это шедевр. Ну и ремешок из лягушки здесь. Тоже в тему. Перламутровый циферблат. Потрясающая модель. Очень красивая. Мне редко, когда нравятся женские часы вот с какими-то украшениями, но в данном случае это действительно вау. Это действительно сделано круто. Ну и что ж, подводя итоги, наверное, хотелось бы сказать, что Япония, на мой взгляд, это больше не альтернатива, это просто свой путь развития премиума. В Японии это высокая точность, материалы, усложнения, часто необычный дизайн. Китай это часто более сдержанный классический дизайн, а иногда что-то такое свое внутреннее, китайское и азиатское. При этом премиальный сегмент в Китае и в Японии развивается просто-таки стремительными темпами. И, как мне кажется, возможность выбора, разнообразия в Японии и в Китае становится очень и очень таким приятным и радующим. И хорошо, что на нашем рынке таких часов становится больше, мы можем выбирать, мы можем рассматривать, можем знакомиться с этими брендами. На этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.